Здорово! Давно не виделись, не так ли? Я все еще Zexit, а это Craftverse второй сезон. Думаю, что не стоит задерживаться, ибо мне есть чем поделиться с вами. Начало, стримы, полная тишина и... Вот ты уже здесь. Точка невозврата пройдена, пути назад больше нет. Но прежде чем я начну рассказывать про этот сезон, быстро расскажу про участников. Zexit. Ну тут очевидно, наверное, даже нечего особо сказать про себя-то. First the Dark. Главный волонтер сервера, а еще и админ нашей группы ВК, гига-актив сервера, участник еще с первого сезона, особо прославился своими гигантскими проектами и завораживающими идеями. Алексей 4884. Лёша — главный строитель всякого и для всякого. Участник с первого сезона и особо запомнился своим шикарным офисом и книгопечатной компанией анекдотов «Смех-глист». Оригинал советую оценить в подсказках. Словами это не передашь. Аурос, главный ивентмейкер, с нами с первого сезона. Человек, который на Редстоуне собаку съел, а то, как он организовывает и творит, осталось в памяти у всех участников и зрителей. Элфинем, жена Ауроса. Это все, что вам нужно знать про Элфинем. Остальное она расскажет сама. Смад, тот самый человек в проекте, который может и анимацию, и монтаж, и текст сделать, и завернуть это в серебряное блюдце. Растущая звездочка, мне даже добавить нечего. С первого сезона он не перестает нас радовать не контентом, а контентищем! Гигер, хахмач, озорник, шут, юморист, стендапер. У него много имен, но одно мы знаем точно. Он генератор смеха и генерирует его уже целый сезон. Дикон. Буквально самый молодой участник сервера и пример того, как падая нужно подниматься. Единственный из всех, кто прошел на сервер не один, а два раза. В первом сезоне и сейчас. Юный рассказчик истории и житель чердака Смада точно найдет что-нибудь вам по душе. Квей. Кристал ПВПшер со стажем, ценитель грандиозных построек и практикующий строитель башенок. Посмотрим, как он реализует данное ему время на втором сезоне и сможет ли удивить вас, зрителей. Дефолт, ака Дейзик. Человек, чьи планы остаются загадкой даже спустя месяц старта. Данных много не найдешь, даже встретить его уже достижение, но это точно добавит мистики в его портфолио. НН Немо. Сценарист со стажем. Как я говорил, дайте ему бумаги и печатный станок, и он сделает из этого шедевр. Думаю, даже больше добавить нечего, разве что вам стоит посмотреть его заявку. Поверьте, она того стоит. Подгорал. Он пришел сюда с планами стать самым богатым участником. Не тревожьте его, если он АФКшит 12 часов на ферме золота. Его план непостижим для нас, простых смертных. Тимуркус. Пока только виден нам как личный подмастерье чердачного воина Дикона. Хотя, может, когда-нибудь мы увидим и его лично. А сейчас лишь наблюдаем со стороны. Ну вот и познакомились. Мы еще не раз пересечемся, так что без слишком долгих заострений. Теперь к нашему кругу, с которого я провозглашу начало сезона для всех участников. Ладно. Короче, у нас барьер будет 6000 от края до края. Все по классике и канону. Вообще, ребята, этот сезон будет один из тех, который будет смежно-версионный. То есть у нас будет переход на 1.21. Хочется сказать перед началом. Всем позитива, удачи, и чтобы у вас проекты двигались вперед, а не стояли на месте, как видосы Лёши. На стриме, он, кстати, на стриме. Привет, Алексею. Лёша, привет! Ну и вот. Я думаю, сезон открыт, а это место отныне будет нашим спавном. Ну что, народ, всем удачи, всем позитива, всем крутого настроя. Что же, я все-таки ошибки прошлого учел, ибо еще тогда, на старте первого сезона, я не имел целей и просто несся, сломя голову вперед. Теперь мой путь был более ясным и более распланированным. Так что знакомьтесь, мой план на начало сезона. Теперь чуточку поподробнее.
Для старта явно потребуется что-то сложное в получении, например, зачарование, быстрое пропитание и труднодоступные ресурсы. Поэтому цель путешествия – деревня. Как только мы получим доступ к деревне, задача быстро получить в распоряжение хорошую алмазную кирку на починку, эффективность и так далее и такое прочее. Так что чем раньше у меня появится починка, тем лучше. Остальные зачарования после этого станут лишь вопросом времени. Логично следует, что кирка с починкой в арсенале дает нам чуть ли не безграничный простор в шахтах. Теперь мы можем залезть в такие дебри на такой промежуток времени, на который захотим. Остается только балдеть от того, как же я великолепен, и смотреть на догонялок по развитию, как на низшие формы жизни. Чистый чил. Мечтать не вредно. А пока мы мечтали, я уже добежал до деревни, так что фиксируйте реализацию плана. Эту деревню точно никто не залутал. Это забираем. Никаких профессий нам не надо, нам нужен только вот тот вот пацанчик. Не, это не буду забирать, у нас одна есть уже. Здорово. Кровать. Печки не являются, а вот станок, блядь. О, капец. Все скрафтил, что было тут. А! Книжник! Книжник! Что торгуешь? Что торгуешь? Ребята, это первый же книжник, и он с починкой. Боже, храни этот рандом. Такого везения я не видел очень давно. С такой скоростью получения починки можно только закатывать рукава и просто развивать такой жесткий старт. Но не бывает же бочки меда без ложки дегтя. Давайте перенесемся в прошлое. А если быть точным, то на сутки до старта сезона. Мы тогда сидели в Дискорде, общались, ничего не предвещало беды, но Дикон проронил пару опасных заявлений. Догадайтесь с 3 раз. Если вы сказали, что моя голова станет престижной частью коллекции голов скандинавского рассвета, то вы угадали! Но и это не все. Помимо моей головы, запретную коллекцию также должна была пополнить голова First the Dark. Страшно? Безусловно. Почему? Ах, да, вы же не знаете еще, кто такие скандинавские рассветы и с чем их едят. Так вот, сырники, впредь буду их так называть, это организация из 4 человек, среди которых были непосредственно сам Дикон, а также Гигер, Смада и Квей. Прикольный квартет. Особенно пугал даже не страшно опасный на словах Дикона, скорее Квей, который на секундочку лоу-тир 4 в кристаллах и хай-тир 4 на мечах. Не самые страшные числа, но он как минимум имеет какой-никакой, но минимальный опыт в ПВП, который мог сыграть сырником на руку. Теперь же перенесемся во времени на старт 2-го сезона. Как думаете, чем занимался этот квартет до того, как сезон даже начался? Правильно, набивал в руку целую колоду из каменных вещей и даже брони с мобов. В общем, весь квартет, кроме Смада из-за его совести, был уже напичкан зарядом, пока я мило улыбался им с цветочками в руках. И вот это все перевернет мой старт с ног на голову. Как? Сейчас расскажу. По итогу, в маломальском обмундировании я закапываю жителей, попутно отправляясь в Вальгаллу. Hello, darkness, my old friend. И иду воссоединяться с другими опасающимися каких-либо неблагоприятных действий со стороны сырников. Добираюсь до Дарка и Ауреса, где я схожу в пещерку и переоденусь в алмазный сет. На этом я прощаюсь со всеми и иду спать.
Следующим же утром на сервере я встречаю однорукого пирата Лёшу, который при переходе на второй сезон в результате коллапса временных промежутков и пространственных масс, я не знаю, как это иначе объяснить, спросите его, смог попасть на сезон немного позже и при этом оставшись без своей ведущей руки. Что значит, что Лёша навсегда лишен возможности добывать блоки, крафтить, плавить, чарить, спать, защищаться от мобов и еще куча по мелочи. Но я все же надеюсь, что с этим недугом он рано или поздно справится, а пока отправляемся домой к закопанным жителям. Все-таки они мне понадобились. Да и я подумал, что нахлебничать у Ауреса и Дарка я не буду, все же я уважаемый человек, а веду себя как бездомный какой-то. По итогу, вернувшись, я получил порцию веселья, ибо все, что я сделаю сегодня и последующие пару дней, это буду ковырять землянку. Финальный ее вид можете наблюдать в формате X-Ray, долго тут я засиживаться не планирую, так что переходим к самому интересному. Вот и интересное. Возвращаемся к бочке с дегтем. Как вы уже помните, сырники планировали устроить нам развлечение. Я уже в этой теме прошаренный и уже планировал подачу своего холодного блюда, но меня опередили. Еще до этого на стриме ко мне в гости заходил зритель Ауреса и вкидывал прикольный тег. После чего бывший участник Крафтверса, Канон, решил сделать его чуточку правильнее. Канон? Ты чертов атлант! Но давайте не будем сильно углубляться в предпосылки. Проще говоря, Аурес решил жестко пройтись по тому, насколько Дикон прав в своих суждениях об экономическом клане. И понеслась. Экономический клан — это хорошо. Но есть нюанс. Я не буду пересказывать, кто что говорил. Просто по итогу сырники сами открестились от Дикона, и сырники плюс Дарк и плюс Аурес. Да, вот такого я не ожидал. Если вы не знали, то в этот раз ад был отодвинут от начала сезона на целую неделю, дабы все не бегали по аду с голым задом и не разметали все на своем пути. Думаю, мне сразу стоит приступить с цели и на это долгожданное событие. Нестандартный план, но сейчас объясню почему так. Так как мы играем на версии 1.20.1, бастион нам нужен для того, чтобы получить незеритовое улучшение. Владея им, я смогу быстро пополнить кошелек алмазами, да и заполучить незерсет в сию секунду. Для незеритки нам, естественно, нужен сам незерит, иначе можно забыть о пользе шаблона на улучшение как таковой. Крепость во многом мне не нужна, с самого старта я не планирую выкапывать траншею с маяками, да и фармить скелетов мне пока не интересно. А вот эфриты и так нужны только ради зелий, ибо до энда как до Китая ползком. Ну а теперь смотрим за магией выполнения плана в жизнь. Пойдем в ту сторону, дальше что-нибудь найдем. Так, надо смотреть под ноги. Капец. Чтоб я еще раз так капс открыл. Ну, пока никто у Ниф-Нифа не побывал. То есть, ну... Это, не, ошибок быть не может. 150 сейчас было. Вот он.
Ребята, я первый ниф-ниф. Крафтверс, ликуй. Зексет и Стил первый ниф-ниф. Ну ладно, Дарк чуть-чуть преуспел. У меня нет блоков. Так, я сразу же вижу блок. Подниматься я по лаве не буду, даже не просите. Я пойду более народными методами. Гэплы достану. Here we go. Money talk. Два незер слитка! Считайте, второй в бастионе и за один сундук выиграл 2 слитка и незер улучшения на блюдечке. Выходим из этой бастионовой мясорубки, идем в гости к Дикону и Гигеру на приключение в крепость и выбираемся из незерской дыры. Незеритовое улучшение размножено и распродано. Я потихоньку натягиваю на себя незеритовые штаны. Повторяю успех первого сезона, когда я также залутал бастион и вынес оттуда незер улучшение, которое, по иронии судьбы, продавал всем и вся. План на ад выполнен. Теперь дело за проектами. Помните сырников? Так вот, их больше нет. А знаете почему? После того, как Дикона выставили за дверь, они рассыпались. А потом Дарк такой, теперь это не cheese, а community. Как это, естественно, было видно с моей колокольни успеха. По итогу, дай бог, неделя прошла, и как это бывает с любой организацией, объединенной альтруистской целью, остаются только те, кому это реально надо. Не зря табу на организации себе выдал, получается. Клоуны какие-то повсюду в наше время. Ладно, не блеймите, ребят. Они хотя бы пытаются сделать этот мир лучше. Между сырниками и комьюнити я бы точно выбрал коммунистические идеалы Дарка и компании. Удачи вам, она пипец как понадобится. Но не одним же комьюнити сервер един. Так ведь? Ребят, вы где? Понятно. Опять Дикон на чердак залез. Тусит где-то под крышей и улыбается. У Смада дела не лучше, но не сказал бы, что хуже, чем у Дикона. Вот у кого реально все плохо, так это у пирата Лёши. Наш однорукий друг все еще пытается хоть как-то существовать. Зато молодежь в лице Немо и Подгорала впереди планеты всей. Замутили для комьюнити ферму железа. Кстати, вот она. Ну и я там был, мед пиво пил, как строиться видел, ничего не упустил. Вот как-то так. А я на расслабоне, на чиле, готовлюсь к проектам. А открывает наш чарт проектов осознание того, что я просто не знаю, что делать. Так что задача номер 1 — понять, а что же мне хочется. Сезон планируется длиной в год, так что времени много, но не бесконечно, что заставляет меня грустить. Ладно, вернемся к сути, а начнем с того, что я пока что живу в землянке. Не фигурально, не теоретически, не практически, а буквально.
Так что первым проектом для меня станет... База. А для любой базы нужна местность. Так что делаем Enter глаза и на поиски крепости. Казалось бы, при чем тут крепость? А при том, что давно пора заручиться личным порталом в End. Это гарантированно окупится в дальнейшем, да и зарисовки декора портала уже давно крутятся в моей голове. Пора дать волю моей творческой стороне, не так ли? В поисках портала натыкаемся на крутейшую кальцитовую гору, на стыке с крутой мезой. Думаю, это то самое место для базы. Вот только портал... прямо подо мной? Боюсь, что сюрпризы не закончатся на этом. Вот будет прикольно, если я тут соберу вообще все, что только может сгенерироваться в пещерах. Я же не настолько везуч. Так ведь? Лутаем Стронгхолдик. Ну все, теперь осталось закрепить за собой территорию и все. Узнаем, кто ее уже приметил, выкупаем, фиксируем прибыль. Теперь эта 1000 чанков точно моя. Да, я бомбом. Потому что я чую этот майншилдовский вайб гигантских проектов. А вы? Ты все еще тут? Воу. Типа, капец, ты реально до сих пор тут смотришь историю начала от моего лица. Я, ну, рад. Это очень круто, что ты тут до сих пор. Я тебе за актив под видео обязан теперь. Ну, все, я теперь буду видосы делать. А с тебя разнести весть, что я вернулся. И да, если ты, ну, вдруг там стримишь или записываешь, оставь ссылку. Я тебе контент, ты мне зрителей. Бартер получается. Да, титры еще идут. Можешь попробовать почитать их, кстати, там много всего. Ладно, я пойду. Не забудь бахнуть лайк, подписку, коммент, заглянуть на каналы других участников сервера. Там в описании должны быть. Море волнуется. Значит, наша встреча неизбежна, друг мой.